мужики, здорово, мужики, девчонки. Что, кого-то тут подстрелили, видимо, это. Всем привет, дорогие друзья! В прошлом эпизоде моего гастрольного дневника мы с вами отправились в город Гамбург, где мой музыкальный коллектив сыграл первый концерт в рамках гастрольного тура с британской группой Orgasm. Сегодня мы отправимся в столицу Германии, город Берлин. Впереди вас ждет много интересного из закулисной жизни гастролирующих музыкантов, поэтому присаживайтесь поудобнее и поехали! Всем привет, дорогие друзья, из холодного и пасмурного города Берлин. Несмотря на то, что сегодняшняя погода оставляет желать лучшего, внутри меня солнечно и тепло, потому что сегодня состоится наш второй концерт с группой Orgasm. В данный момент мы находимся прямо перед знаменитой Берлинской стеной, которая разделила город Берлин на две части, на западную и на восточную часть. И сейчас мы пройдемся по вот этому мосту, бывший мост, который был раньше контрольно-пропускным пунктом въезда из Восточный Берлин в Западный. Мы сейчас перейдем по этому мосту и направимся в сторону нашего хостела. А попутно расскажу вам немножечко о том, что сегодня будет происходить. Через 2 часа мы должны будем быть уже на площадке. И мы должны будем уже начинать выгружать оборудование. Такая стандартная практика достаточно в турах, что группе нужно приехать на точку, разгрузиться, и потом в порядке выступления группы делают саундчек. Самыми первыми чекается всегда хедлайнер, у него, как правило, больше времени на то, чтобы сделать саундчек, а оставшееся время делится между группами, которые выступают потом. Так как мы являемся группой, которая только-только делает первые шаги в музыкальном бизнесе, мы выступаем последними. И, соответственно, у нас саундчек будет начинаться где-то за час до выступления, поэтому мы будем очень быстро чекаться, а потом уже выступать. Собственно, хостел, где мы остановились. Фишка этого хостела в том, что он называется «Фабрика», и внутри все сделано в таком, скажем, индустриальном стиле, и везде играет постпанк. Проходим. Все завешено вот такими картами. Видите, карта Кройцберга. Заходим. А вот какие-то трубы, всякие какие-то наклейки. Ходим, проходим. Вообще, честно должен сказать, что ночью было тут довольно страшно идти куда-то. В туалет, то есть выглядит, конечно, все немножечко как из фильмов ужасов. If you're gonna pack your bass parts up, we're gonna put you in here. Oh my god, not again. Что, мы загрузились? Ничего себе! Здорово. Как делишки? Отлично. Это Это влог, да. влог. Всем привет. Всем привет. Здорово, всем мужики, здорово, мужики, девчонки. Ура. It's slow motion? No. I don't know where we're going, my friend. Мы выступали в клубе Кассиопея, расположенном на территории культурного пространства Равгиленде. Вообще, Равгиленде раньше была промышленной зоной, где ремонтировали поезда, различные локомотивы, а также были складные помещения. После падения Берлинской стены это место стали занимать художники, различные творческие люди, и вскоре эта огромная площадь стала крутым арт-пространством. Ну что, мы разгрузились, сейчас я решил воспользоваться оперативной паузой и пройтись по всему пространству этого центра, чтобы вам поснимать, показать. Отдельно стоит выделить прикольные граффити, которые здесь везде на стенах. Это реальное произведение искусства, на мой взгляд. Я честно не представляю, как люди рисуют из баллончиков подобное. То есть для меня это загадка. Вот просто посмотрите, какая красота. Я в жизни никогда такое руками не нарисую, а тут люди рисуют на стене баллончик. Что такое автомат, интересно. Тут концепт в том, что ты не знаешь, что лежит в этих пакетах. Но они все по 10 евро. У меня нету 10 евро, к сожалению. Ты, получается, платишь 10 евро, и тебе выпадает рандомный товар. А продаются там, собственно, пакеты, от которых отказались на почте. То есть то, что людям не понадобилось, от этого отказались. И можно вот тут купить в этом автомате за 10 евро. Но я не знаю, если там какой-то качественный товар, так скажем, качественные вещи. При мне девчонке выпали какие-то туфли, которые уже были поношены. Там прям следы грязи на этих туфлях. И она заплатила 10 евро. Кто знает. То есть, стартаперы, берите на заметку, вот.
Что кого-то тут подстрелили, видимо, это жертвы хипстерских разборок банды Берлина. На выходные вся вот эта вот площадь превращается в блошиный рынок, где можно купить много различных прикольных вещей. Я даже вам кадры вставлю. Сам факт существования подобного места в таком городе, как Берлин, у меня вызывает большое удивление. Сами подумайте, площадь Рафгеленде около 70 тысяч квадратных метров, что очень много. И район, в котором он расположен, является одним из самых дорогих в Берлине и в Германии в целом. Я уверен, что капиталистические хитрые застройщики бы с удовольствием получили доступ к этой земле и сделали бы здесь что-то прибыльное, однако владельцы этого культурного комплекса не отдают эту площадь, не продают ее и держат ее для того, чтобы развивать культуру, что реально безумно круто. И мне кажется, именно в этом и есть основной колорит Берлина. Погуляв по Рафгеленде, началась, наверное, самая скучная, но в то же время одна из самых важных частей дня, когда ты в туре, это саундчек. Без саундчека сложно сделать хорошее выступление, конечно, возможно, но саундчек в этом реально сильно помогает. И несмотря на то, что это очень скучно, на самом деле мы просто стоим и отстраиваем свои инструменты, убеждаемся в том, что вся наша система работает как надо, что микс звучит как надо. Я бы хотел реально подчеркнуть важность саундчека, особенно для начинающих команд. В туре с такими профессиональными группами, как Wargasm, у вас реально нет шанса на ошибку во время саундчека, и все должно проходить гладко на каждом выступлении. Потому что если вы затянете саундчек, это может отразиться на том, во сколько начнется концерт, то действительно не является чем-то профессиональным. Затягивать выступление по причине того, что вы не подготовились к саундчеку заранее, это не круто. Суета, как обычно, все на суете, но не мы, потому что мы уже все подготовили и будем просто наблюдать за процессом. Крутые чувака, гитары, смотрите. Гитары чела из Wargasm. Андрей уже все подрубил. Че, как тебе клуб? Все хорошо. Клуб прикольный. Нравится, где я стою. И я думаю, что сегодня будет круто. Вообще, сам концерт в Берлине был реально невероятно крутым. И в первую очередь из-за людей, которые пришли на концерт. Вообще, Берлин имеет такую репутацию во всем мире города альтернативного, с необычными, колоритными, интересными людьми. И на нашем концерте я никогда не видел такого количества так ярко одетых людей, так ярко выглядящих людей. Мне кажется, если бы был какой-то градус альтушности городов, да, какая-то мера, то Берлин бы занял в 100% первое место по этому показателю. Кстати, как называть альтушек парней? Есть альтушки девочки, а альтушки парни, не знаю. Было очень круто, и ребята все выглядели очень ярко и отдавались по полной. И мы сыграли неплохо, намного лучше, чем наш первый концерт, стали потихоньку втягиваться вообще в процесс тура. В общем, мне очень понравилось. Но вообще мне отдельно хотелось бы сказать, что на протяжении всего нашего тура меня реально не покидала мысль о том, откуда ребята из группы Wargasm черпают такую просто дикую энергию. Чтобы на каждом концерте выкладываться по полной, как они выкладывают. И мне кажется, это реально непростая задача, учитывая, что это был их 9-й концерт в туре. До этого они отыграли целое лето концертов. С небольшой паузой они поехали в этот европейский тур. То есть ребята практически все время года находятся в гастролях. И им нужно выкладываться на каждом концерте, что реально очень энергозатратно, это реально физически тяжело, психологически тяжело. И просто смотреть на то, как они на каждом концерте разрывают залы, у меня вызывает огромное уважение. Вот Саня будет выходить на сцену, мы заснимем это.
time for that one. You know that's a lot. I'm gonna make you do it again. Мы сейчас тут стоим на мерче, продаем мерч. Саня, давай пару слов для фанатов из Казахстана. Шоколад просто охуенный у вас. Ну вот, ребят, на этом второй эпизод нашего гастрольного дневника из Германии подходит к концу. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и увидимся в следующем ролике. Пока!